Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем сравнивать iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro. Чем они отличаются, насколько один другого лучше, есть ли смысл переплачивать по факту почти в 2 раза, и вообще есть ли разница в съемке. Притом, если разница в съемке, вы попытаетесь понять сами. Вот сейчас вы не видите, на какой смартфон конкретно какая картинка идет. Все снимается вертикально, у каждого 4К 60 FPS. Если у вас крутой источник для того, чтобы вы могли воспроизводить это видео, то с одной стороны вы видите 4К 60 FPS перевернутые, с другой стороны 4К 60 FPS перевернутые, но все это минимум делите на 2. Почему? Потому что у вас экран в принципе максимум 4К показывает, это раз. Второй момент очень важный, вы должны помнить, что YouTube конкретным образом сжимает видео. Обычно, если я, допустим, скидывал в ProRes качестве напрямую, он из 100 гигабайт оставляет 3. То есть вы примерно представляете, до какой степени все кропается. Но это с одной стороны. С другой стороны, они сейчас в одинаковых условиях. Для нас с вами понять, какая из этих камер лучше. По мне, опять же, что конкретно я для себя вынес, вы узнаете в ролике. Чем iPhone 14 лучше, если кратко, чем iPhone 13? Здесь есть связь с спутниками, которая нам не нужна. Здесь есть варианты с eSIM, которые нам скорее будут даже вредны. То есть, проще говоря, там есть для рынка США айфоны без физической симки. Если вы будете куда-то лететь из той же России, вы симку переставлять не сможете, вам понадобятся какие-то сторонние сервисы. Звук сейчас идет, конкретно сейчас, через родовскую петличку. Насколько плохие микрофоны относительно родовской петлички, она стоит очень дорого. Вы, разумеется, услышите в ролике, последнюю минуту мы это дело отключим, и вы совершенно свободно сможете оценить, как здесь громко, и что весь этот звук, что, опять же, люди снимают в роликах, он в основном не за счет микрофонов самих телефонов. Хотя у этих телефонов микрофоны хороши за свою стоимость, они направленные, и они находятся как раз рядом с блоком камер. Это очень удобно для основной камеры. Все, что я сейчас вам говорю, разумеется, я кратко продублирую. Сейчас основная миссия у нас увидеть разницу в съемке, мы же помним. Так вот, если говорить о разнице по съемке 48 мегапикселей, 12 мегапикселей, если говорить о разнице по возможностям, это дело может снимать в киноэффекте 4К 30 FPS. Я снимал 30 минут, притом в ночное время, на лайв-канале можете посмотреть пример. Если вам что-то нужно не сжатое с iPhone 13 Pro, с 14 Pro пишите в телеграм-канал взаимопомощи по фото и видео. Нас там 1500 человек, мы делимся фото, видео в несжатом формате, вам скинут. Вы скачайте это все и посмотрите, потому что, еще раз повторяюсь, сколько бы вы ни видели примеров от меня или еще кого-то на YouTube, они все до такой степени пережаты, что прям диву даешься. Если ты напрямую скидываешь со смарта, допустим, в облако и скачиваешь и смотришь на приличном мониторе, логично, приличный монитор должен быть откалиброван, то картинка абсолютно другая. Если брать по разрешениям фото, как раньше вы могли билборды просто печатать на этих бедных домах, так и сейчас можете. Особой разницы, опять же, я лично для себя не увижу. Возможно, на YouTube кто-то для вас как-то сфотографирует. Да, фронталка лучше стала фоткать. На заднем плане у вас лучше будут гаситься источники света. Если брать фронталку, у нее появился автофокус, у нее появился киноэффект тоже в 4К 30 FPS. На данный момент картинка по мне дерганая, то есть идеально я ее не назову. А то, что 8К нету, то, что нет 4К 120 FPS, вы в курсе. То, что на канале разыгрывается iPhone 14, я вам напомню, в описании есть ссылка на ролик, где условия. Следующий момент, 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Вы все еще смотрите пример, правильно? Съемки камеры. И один из моментов еще про канал. Есть у нас телега взаимопомощи, телега скидок и ВК. Добавляйтесь везде, пишите в комментариях, что вам интересно еще для обзора. 14 и 14 Pro Max куплю. Насчет 14 Pro сразу говорю, у меня был 3-часовой стрим с его прожаркой. И учитывая, что был 3-часовой стрим с его прожаркой, кстати, в конце потом напишите в комментах, угадали ли вы где какой iPhone вот в эти первые минуты. Так вот, на этом стриме смарт у меня раз окирпичивался от того, что я до этого чуть-чуть топил его, потом он в обзоре окирпичивался, и у меня его уже вскрывали. И нет, это не дефект, это вот так мне не повезло. Притом вскрыли, он оказался сухой. Программная такая штука, с прошивкой не так встала, но это лирика. Помним, съемка. Следующий момент, чем они отличаются. Никакого ИК-порта не появилось в смартфонах, никакого мини-джека не появилось. Впереди нас, скорее всего, ждет не
то, что они Lightning сделают вместо Lightning Type-C, они, наверное, вообще вход уберут, и все мы будем делать через облако. То есть на данный момент у нас что тут Lightning USB версии 2.0, что там Lightning USB версии 2.0. По каким-то еще особенностям из разряда спутников, о которых я уже говорил. Ну, есть у них связь со спутниками у iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Смысла от этого никакого. Почему? Потому что на территории моей страны, допустим, это дело не работает, работать не будет. Если брать экран, да, экран у 14 Pro волшебный, 120 Гц, выше яркость, но в обычных сценариях использования вы не увидите разницы. Если говорить о челке и о вырезе, сейчас можно называть это островком, как угодно, но по факту, вот после того, как это перестало быть челкой, сейчас это огромнейшая фронталка. Такой фронталки не было никогда и ни у кого, и теперь у фронталки есть вот огромный вырез у 14 Pro. Все еще сравниваем видео. Насколько это разумно? Ну, конечно, разумно. Включить маркетинг, потратить несколько сотен миллионов долларов, придумать какую-то фишку с тем, чтобы вы пальчиком водили по экрану, хотя вы и так водите, и благополучным образом сделать вид, что фронталку не надо уменьшать, мы оставим вам дырку, и вы будете обкатывать ее, облизывать, потому что вам надо это дело продавать серым магазинам, глобалке, еще кому-то, блогерам, чтобы их смотрели. Повторяюсь, один из смартфонов у Яблока, это iPhone 13 Pro Max в моем постоянном использовании. Обзоры в основном как раз у меня снимаются на яблочные смарты. Поэтому, что бы я сейчас не говорил, какие хейтерские вещи или еще что-то, помним, что для меня, конкретно для меня, для съемки это идеальный аппарат. Если брать вопросы иксов, там X5, то, что он начал снимать, телевичок и все остальное, ну круто. Но прям какой-то космической разницы, опять же, я не увидел. Вы, возможно, увидите даже в этих примерах. И по большому счету это основные какие-то моменты. Я еще их озвучу, разумеется, в ролике. Все эти антутовские стресс-тесты, что есть там разница в 100 тысяч баллов. Напомню вам сейчас, допустим, что между iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro разница в антуту всего там 10 тысяч баллов. Яблоко в этом смысле хороши, они не беспокоятся о том, чтобы в синтетике показывать какие-то космические цифры. Разумеется, я вам скажу, что оперативки стало не 4 гигабайта, а 6, при том, что я еще не тестировал. Допустим, даже iPhone 13 Pro Max не имеет возможности, в отличие от какого-нибудь там аппарата за 200 с копейками долларов, это OnePlus Ace Racing Edition, одновременно стримить в Твиче вы не можете и играть. То есть он этого не способен делать физически, у него железа не хватает. Если брать какие-то другие задачи, опять же съемка, игры, про игры я уже тестировал, что в iPhone 13 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Это из того, что я тестировал, как сбрасывалась яркость где-то через минут 8 после игры, так и сбрасывается. Но у меня есть отдельный ролик по недостаткам, отдельный ролик по полному обзору примерами 14 Pro. Сейчас мы с вами должны оценить, насколько 14 Pro лучше, чем 13 Pro, потому что, учитывая ценник, он практически дороже на данный момент вот в моей конкретно локации в 2 раза. Реально сегодня на Яме в Москве купить за 76 тысяч iPhone 13 Pro Max. А теперь спойлер, попробуйте найти где-нибудь iPhone 14 Pro Max в минимальной комплектации и сообщите мне, сколько он стоит в комментах, если вам интересно. Только чтобы он реально был, потому что я также третий день обзваниваю Авито. 14 Pro я успел купить 16 числа, а вот 14 и 14 Pro Max их просто нет. Ну, логично, по 300 тысяч я не звоню по объявлениям, то есть все в районе 200. Возможно, вы смотрите этот ролик, а iPhone уже стоит, не знаю, 20 тысяч, 30 тысяч рублей, 500 долларов, но я так не думаю. Надеюсь, что он будет вам полезен. Краткая информация и сравнение сейчас вы услышите, плюс увидите примеры съемки еще других камер. А теперь мы благополучным образом отключаем родовский микрофон. Вот сейчас родовские микрофоны не работают. Буквально 30 секунд без микрофона, и вы понимаете, зачем вот этой вот штуки за космические деньги люди покупают за космические деньги кабельное хозяйство. Если вы хотите более-менее приличную картинку, опять же для YouTube, я не говорю о киношном качестве, то вам вполне достаточно будет купить вот такую вот штуку, и это будет утрировано на века, пока она не умрет. Не рекламирую данную штуковину, можете выбирать любую, но разница, вот вам смартфон за 100 плюс тысяч, и так, в принципе, справляются все. Здесь и направленный микрофон, и грамотный чехол у 13 Pro. Вы с него сейчас слышите звук. А вот откуда картинка, вот сейчас вы должны сказать себе, угадали ли вы, где 14 Pro был или нет. И если вы не угадали, ответьте на вопрос. Реально в 2 раза стоимость того стоит.
Смотрим. Повторяюсь, что розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Вдруг еще какой-то появится помимо iPhone 14, помимо OnePlus Nord N20 SE, 5 Mi Band 6 серии ежемесячно, смартфоны не ежемесячно. Поэтому подписывайтесь с колоколом, читайте описание. Перейдем же к сравнению смартфонов. Полетели. Расцветки у данных смартфонов практически одинаковые, кроме фиолетовой и голубой расцветки. Внешние смартфоны практически тоже одинаковые. 14 Pro стал слегка больше в размерах, блок камер выпирает и значительнее. И, разумеется, вместо нам привычной челки производитель сделал Dynamic Island. Как говорят многие, самый доступный остров на планете. Ох, этот маркетинг. Материалы все такие же, сборка у обоих устройств отличная. Притом, по мнению ремонтника, который уже ремонтировал у меня 14 Pro разбирается проще. Кнопка питания, качели регулировки громкости и переключатель режимов звука, все на своих местах. Далее, разъем Lightning с USB версии 2.0, что является печалью, но об этом мы 1000 раз уже говорили. Микрофоны, динамики, один основной, один разговорный. Звучание, разумеется, стерео, но в 14 Pro есть в настройках раздел Dolby Atmos, в отличие от 13 Pro. Возможно, в 13 Pro добавят все это дело с прошивками. Звучание, честно говоря, плюс-минус одинаковое. В 14 Pro для России слот на одну физическую сим-карту, так же, как в ES. И активный eSIM можно завести до 2 штук. И хранить 8 и более eSIM. А в 13 Pro слот на одну физическую сим-карту и поддержкой 2 eSIM. Оба смартфона имеют влагозащиту класса IP68, но когда я топил 13 Pro в лютых условиях, вообще никаких проблем с ним не было. А вот 14 Pro их было много, поэтому его и ремонтировали. Притом я его не особо-то и топил, а просто под струю воды подержал, можете на лайв-канале Shorts посмотреть. 14 Pro имеет Super Retina XDR OLED дисплей на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 точек. Как и 13 Pro, только разрешение у него 2532 на 1170 пикселей. Контрастность 2 миллиона к 1, широкая цветовая гамма DCI-P3, поддержка HDR, плотность пикселей 460 ppi. Все эти характеристики одинаковые. Яркости в 14 Pro в сравнении с 13 Pro гораздо больше. И, если честно, это заметно в домашних условиях. Опять же, смотря как смотреть, но многим заметно, скажем так. Также пиковая яркость 14 Pro на солнце 2000 нит, а у 13 Pro указано пиковое значение при HDR до 1200 нит. Притом, когда я сравнивал с 13 Pro Max, тот же 14 Pro, у меня ощущение было, что яркость одинаковая. При прямом попадании света на экран яркости хватает и в том, и в другом смартфоне, но, разумеется, если держать оба смартфона рядом, то я дал бы предпочтение дисплею 14 Pro. Частота обновления экрана адаптивная до 120 Гц, показатели шума одинаковые, они однозначно радуют. Различные функции для удобного использования смартфонами, к примеру, True Tone на борту в обоих случаях, но Always On Display в наличии только у 14 Pro, притом я не удивлюсь, если рано или поздно они добавят это и в 13 Pro. Далее, на 10 пальцев экран не откликается, что в 13 Pro, что в 14 Pro. Разблокировка экрана стандартная, это либо код, либо Face ID. В обоих случаях работает данная функция отлично, рамки у экранов одинаковые, в целом из-за яркости дисплея и Always On Display. 14 Pro, разумеется, удобнее в использовании, это главное отличие между экранами. Летим дальше. 13 Pro имеет чип A15 с 6 ядрами, с техпроцессом 6 нанометров и максимальной частотой тактовой 3,2 ГГц. У 14 Pro установлен A16 техпроцессом 4 нанометра с 6 ядрами, максимальная частота которого 3,4 ГГц. Также смартфон имеет 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный процессор. Интерфейс iOS 16 в обоих смартфонах, как и оперативная память на 6 ГБ и внутренняя память объемом 128, 256, 512 и 1 ТБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, есть поддержка 5G. 4G имеет 7 и 20 бенд. Все идентично, а вот Bluetooth в 14 Pro уже стоит в версии 5.3, при том, что в 13 Pro 5.0. NFC поддерживается, но в данный момент стоковыми программами использовать модуль NFC для оплаты возможности нет. Навигация одинаковая, кроме того, что в 14 Pro есть связь со спутником, но не для Российской Федерации, поэтому об этом я не вижу вообще никакого смысла рассказывать, так же, как о вызове каких-то там средств помощи из-за падения, так же, как с Apple Watch. В общем, вы все понимаете и сами без меня. Тем, кому это важно, смотрят англоязычные обзоры. Емкость аккумулятора 14 Pro 3200 мАч, а у 13 Pro 3095 мАч. 14 Pro поддерживает проводную зарядку до 30 Вт, беспроводную зарядку MagSafe до 15 и зарядку QI до 17,5. Заряжается от 0 до сотки стандартной зарядкой на 20 Вт за 1 час 30 минут. За 25 минут он заряжается до 50%. 13 Pro поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, беспроводную зарядку MegaSafe до 15 и стандарта QI до 17,5 Вт. Напоминаю, что на каждый из этих смартфонов есть обзоры, а на 14 Pro есть еще и 8 различных обзоров с шортсами, примерами съемки и всем остальным на канале. Смотрите описание, кому интересно. Заряжается с 0 до сотки за 1 час 38 минут. За час просмотра на YouTube у 14 Pro ушло 9% заряда. При 100%
11% яркости по Wi-Fi. В тех же условиях у 13 Pro ушло 11%. За час игры в PUBG Mobile улетает до 23% заряда, в среднем что на 14 Pro, что на 13 Pro. Играть в обоих случаях комфортно, но болезнь айфонов — это то, что они сбрасывают яркость практически моментально. Играть после сброса яркости, особенно в шутерах, не всегда удобно. Я допускаю, что те обзорщики, которые тестируют данные смартфоны не на максимальной яркости, сброса яркости, разумеется, не видят. На автояркости, допустим, может быть ее незаметно, но у этого смарта сброс яркости в среднем был 8 раз через 8 минут. Даже в 9 получается. Кому верить, как проверять, сами решите. В Genshin Impact оба смартфона в плане плавности, картинки, отсутствия фризов с лагами показали себя великолепно, но стримить без карты захвата с ними невозможно. Кому это интересно, тот поймет, о чем я. Перейдем же к тестам. Antutu 14 Pro выбивает 808 тысяч, 13 Pro 788 тысяч попугаев. Storage тест 14 Pro 59 тысяч, 13 Pro 57. Почти одинаково. В Geekbench 14 Pro в сингл-коре 1885, в мультикоре 5269, 13 Pro в сингл-кор 1333, а мультикор 4506. Исходя из тестов и характеристик, а также моего личного использования, можно сказать, что 14 Pro мощнее. Притом на процентов так 12. Камеры у данных моделей отличаются. У 14 Pro основной сенсор на целых 48 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 с углом обзора в 120 градусов и телефото на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией. У 13 Pro основной сенсор на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефото на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией. Запись видео доступна у обоих смартфонов в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К нет, как и 120 FPS для 4К. В кинематографическом режиме максимальное разрешение 4К 30 FPS только у 14 Pro, как для основного сенсора, так и для фронталки. У 13 Pro только 1080p 30 FPS. Оптический зум у 13 Pro трехкратный, как и у 14 Pro. В 14 Pro оптическая стабилизация второго поколения, это заметно, она более плавная и без рывков, при том, что есть суперстабилизация. Примеры съемки с суперстабилизацией тоже в основном обзоре у меня были. Сравнивать телефон без суперстабилизации и с ней нет. Понятно, что все дело это кропается и работает оно хорошо. Фронтальный сенсор True Depth на 12 мегапикселей с автофокусировкой у 14 Pro и без автофокусировки у 13 Pro. При том, что, вы увидите сейчас пример съемки, там не особо разница. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Фронтальные модули практически одинаковые, но у 14 Pro лучше справляется со светом, так как нет сильных засветов и вдобавок меньше шумов. Фото у 14 Pro получается также лучше, но сказать, что прям заметно, я не скажу. Довольно сложно невооруженным взглядом найти отличия. Вдобавок в некоторых локациях камеры вообще не отличаются при видеосъемке, а в других локациях при другом освещении разница заметна. Видеосъемка с основного модуля также меня более порадовала в 14 Pro, так как при малом освещении она показала себя лучше. Нет такого количества шумов, как, к слову, и у ширика. Вдобавок картинка четче и деталей по краям сильно не мылит. Короткое сравнение вы сейчас увидите. И это сравнение ультраширика. Смотрим, как работает автофокус. Ультраширик у айфона один из лучших. Вот примерно через, наверное, секунд раз, два, три, четыре, пять вы видите, где 13 Pro, где 14 Pro. Угадали? Пример трехкратного оптического зума на iPhone 13 и 13 Pro. И нет, я не постоянно хожу по газонам. Сейчас это необходимость, потому что люди ходят, чтобы не мешать. Вот так примерно, если будет кто-то кататься вдалеке, точнее не так и далеко, вас будет записывать 13 Pro и 14 Pro. И сейчас вы увидели, где 14 Pro и 13 Pro. Я понимаю, что этот ролик вас слегка уже достал, с одной стороны, с другой стороны, вам же хочется выбрать. Так вот, если вы будете киноэффект этот суперский, и он мне безумно нравится, хотя я им не пользуюсь, на YouTube выгружать в итоге на YouTube, один смартфон снимает в 4К 30 FPS, второй смартфон снимает в 1080p. И вопрос дня. Вы видите разницу? Вполне возможно, кстати, видите. Но по моим ощущениям, 14 Pro, и опять же, вы можете посмотреть при выгрузке, у меня 30-минутный есть ролик на фронталку, я, правда, снимал, сейчас основная камера снимает. Подфризивает он. Я уверен, что постепенно допилят, но пока вот так. И вот сейчас вы можете наблюдать киноэффекты, автофокус у фронталки, опять же, у 14 Pro. Есть а-ля автофокус у 13 Pro. Его в идеале быть не должно. Насчет фотографий, сколько я и мой оператор Игорь не фотографировали на момент старта продаж, а получается смартфон продается всего 3 дня,
местами, так же как видео, смартфон под названием iPhone 14 Pro, конечно, лучше. Он меньше мылит края, он лучше в некоторых специфичных сценариях использования справляется. Но в целом те же тапки только в профиль, нет такой разницы, как между 12 Pro и 13 Pro была. Там была пропасть. Здесь просто хорошо. Опять же, это сегодня. Вполне возможно, что через месяц, два, три, учитывая, что новый процессор, мощности еще пока не полностью они использовали, может быть, какую-то фишку добавят, но сегодня так. Сегодня вы уже видите, в киноэффекте один 4К снимает, другой 1080p. Фронталка. Съемка 4К, фронталка, и сейчас вы видите iPhone 13 Pro и 14 Pro в абсолютно стандартном сценарии использования. То есть можно сказать, что Саня почему-то не улетел на какие-нибудь острова или в Дубае для того, чтобы поснимать нам при максимально ярком солнце. Но, друзья, вот такая вот погода у половины России, наверное, месяцев 10 в году. Ладно, окей, 8. Это раз. Два, я живу в Петербурге, и я вот в таких условиях в основном и буду все снимать. Насколько вам нравится одна или другая картинка? Раз, два, три. Вот сейчас вы видите, где iPhone 14, где iPhone 13. Подводя итоги, основные отличия. Это начинка, которая для обычного пользователя с обычными задачами не волнует. Яркость экрана у 14 Pro, как и наличие Always On Display. Наличие островка вместо челки, камеры, так как основная камера у 14 Pro имеет все-таки 48 мегапикселей. Наличие новой версии Bluetooth у 14 Pro, связь со спутниками, которые нас не интересуют. И вот эти вот все штуки, когда вы упали, вам нужна помощь. Опять же, нас это не особо интересует, потому что не там мы живем. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Какой раз уже напоминаю, что 14 iPhone я разыгрываю. Подписывайтесь на телеграм взаимопомощи, подписывайтесь на телеграм скидок и самое главное на телеграм, где мы скидываем друг другу примеры фото и видео, потому что если я, может быть, не особо стараюсь, когда снимаю, потому что мне интересно, чтобы вы увидели примеры съемки видео и фото с рук, не когда ты 300 секунд будешь ракурс выбирать, а идешь, встал, сфотографировал, идешь, снимаешь, а люди стараются, и там по хэштегу можно что угодно найти. И резюмируя довольно просто, где моя черная упаковка? Это упаковка от 13 Pro. 14 Pro какого-то лешего белая. Второй момент, где мой Type-C версии 3.0 хотя бы. Третий, да, когда это фронтальная камера, которую мы все будем дружно называть островком, наконец-то канет в лету, потому что просто тупо у айфона самая худшая фронталка, какая только существует на рынке уже очень-очень много лет. И есть еще очень много моментов, по поводу которых я готов был бы рассказывать вам о недостатках данного смартфона. Но при любом раскладе для контента, то есть чтобы снимать какие-то ролики, еще что-то, лучше айфона пока ничего не придумали. Лично для меня, если, опять же, не в наши соцсети. Если вдруг за полгода наши соцсети появились, вы мне напишите вот эти вот, которые должны запрещенные были заменить, потому что я как-то пропустил момент. Успел увидеть момент, когда выделили деньги на это, грант, а потом как-то не нашел. Но это лирика. Надеюсь, что где-то что-то появилось. Напишите, я как раз узнаю, передам своим подписчикам. Следующий момент, очень важный. iPhone 14 Pro имеет право на жизнь. Внешне он вообще никак не отличается. Но в каких-то моментах это такой неприятный маркетинг из разряда того, что аккумулятор, окей, держит неплохо, но зарядка, опять же, 30 ватт. Серьезно? Ну, где шаг вперед? Потому что особой разницы между 13 Pro и 14 Pro я не увидел по заряду. Если брать по играм, также сбрасывает яркость. Если брать какие-нибудь такие неприятные моменты особо для меня, чехлы. Он внешне такой же, вот почему не сделать было другие размеры? Знаете, почему они сделали другие чуть-чуть размеры? Нет, это не для того, чтобы вам было супер удобнее, а потому что им удобнее таким образом продавать аксессуары. А аксессуары стоят огигею и йо-хо-хоу сколько. И так же, как с машинами. Когда ты покупаешь машину, любой производитель считает не выручку с машины, а с того, сколько ты потом будешь на нее на запчасти тратить. Автолюбители поймут. Поэтому сегодня и ближайшие месяца 4, если вы собираетесь приобретать себе крутой смартфон из линейки Apple для съемки видео несколько лет, 3-4 года, в 14 Pro смысла нет. Там нет ни 8К, киноэффект не идеален. Он что фризил, фризить будет. Про игры я уже говорил. И на данный момент, сегодня однозначно выбор здорового человека, у которого нет миллионов, это 13 или 13 Pro конкретно, потому что снимает она классно, эта камера. Разницы, я думаю, вы так и не увидели, может быть, увидели. Решаем для себя, реально на YouTube вы видите? Если вы видите, вы очень крутой, потому что YouTube так пережимает, что я не вижу ни на каких мониторах. У них отличные микрофоны, я сейчас народ записываю только, чтобы вам слышно меня было хорошо. Про
14 iPhone, про 14 Pro Max я обязательно расскажу. Пишите в комментах, сделать ли на них такие же стримы, как я делал на 14 Pro. Огромное спасибо за просмотр. Пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Ставим лайк. Приходим на розыгрыш 11, 11 и 14 iPhone. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Девайсам однозначно всем, да, если у вас есть деньги, чтобы купить всю линейку по 500 000, там по 300 тысяч, ну я за вас только рад. Это ж хорошо. Но я не думаю, что в этом случае вы бы смотрели этот обзор сравнения, да?